Приветствую всех садоводов-любителей, а также всех подписчиков моего канала в этот теплый солнечный день 20 мая 2020 года в городе Астрахань. С сегодняшнего дня установилась настоящая астраханская жара, которая характерна для мая месяца. Я бы даже сказал, что очень сильно печет, если так можно выразиться. Я не смотрел специально на столбик термометра, но то, что температура около 30 градусов тепла, это точно, возможно даже больше. Для роста и формирования наших плодовых деревьев в саду, а также созревания хорошего урожая, стоит самая благодатная пора, когда много солнца и тепла. Сегодня четвертая часть нашего долгого повествования о выращивании клоновидных яблонь. И в этой части я вам расскажу, как обрезать и далее формировать клоновидную яблоню и вести ее как колонну. Те, кто внимательно смотрит мои ролики, уже знают, что в моем саду растут 17 яблонь, из них 12 клоновидные. И давайте мы будем рассматривать вопрос обрезки и формирования клоновидной яблони на примере вот этой клоновидной яблони. Ну вот представленная перед вами яблоня представляет собой классический вариант клоновидного дерева, клоновидной яблони в виде пирамидального тополя. Как вы можете заметить, у этой клоновидной яблони совсем отсутствуют боковые ветки. Обрезка была произведена в марте этого года. Обрезка была произведена очень такая сильная, с прицелом на то, что эта яблоня будет формироваться как колонна. Решение об обрезке этой клоновидной яблони, а также всех других моих клоновидных яблонь и формировании их как колонн было принято в связи с рядом обстоятельств. Давайте я попробую перечислить. Первое. Во-первых, клоновидная яблоня в виде пирамидального тополя смотрится очень красиво и эстетично. Во-вторых, что особенно важно в условиях моего маленького и довольно ограниченного по размеру сада, эта клоновидная яблоня, так же как и все другие, не занимает много места. Посмотрите, другие яблони можно смело выращивать на расстоянии около полуметра или 70 сантиметров. Это очередная яблоня. Вот рядом еще одна яблоня. Очередная яблоня. Все это клоновидные яблони. Посмотрите, на каком расстоянии они растут. Около полуметра или 70 сантиметров. Третье, и это одна из основных причин, если мы формируем клоновидную яблоню и оставляем боковые ветки, не обрезая их, что у нас получается? У нас получается сгущение ствола. То есть у нас ветки боковые будут расти параллельно стволу, соответственно, будут загущать ствол, на котором расположены наши плоды. Но также еще одно немаловажное обстоятельство – сохранность боковых веток будет препятствовать доступу питательных веществ к плодам, которые будут располагаться у нас на стволе. Поэтому от боковых веток, конечно же, в случае формирования клоновидной яблони в виде пирамидального тополя или классического варианта колонны необходимо избавляться весной до распускания почек. Ну вот, собственно, как я и хотел. Хотел собрать 5 или 7 яблок. Ну вот 5 будет достаточно. Смотрите, какие они крупные. Ну, думаю, каждое яблоко весит около 300 грамм, это точно. Также немаловажное обстоятельство, позволяющее говорить в пользу обрезки весной, это то, что мы грамотной обрезкой заставляем будить спящие почки, которые расположены у нас на стволе. Ну, вот, например, здесь по стволу весной ничего не было, как вы можете видеть из моего старого видео мартовского. Ствол был весной, в марте месяце, совершенно голый, и на нем ничего не было. Как вы можете видеть, ствол этой клоновидной яблони 20 мая совершенно отличается от того, каким он выглядел в марте 2020 года. Таким образом, наша обрезка весной позволила разбудить очень много спящих почек на стволе. Итак, приступаем к обрезке нашей клоновидной яблони. Ну, как мы видим, здесь небольшое загущение, которое необходимо убрать.
Вот у нас еще одна самая большая веточка осталась. Я принимаю решение избавиться от нее полностью на кольцо для придания клоновидной яблони классического вида колонны. Вот вы видите очень много плодушек, которые в следующем году станут плодами. Таким образом, в следующем году, в 2021, у нас яблоки будут располагаться на всем протяжении ствола, не как в этом году на верхушке. Итак, я вам рассказал 5 обстоятельств, которые позволяют говорить о пользе весенней обрезки клоновидной яблони в случае, если мы ее формируем в виде пирамидального тополя. Рассмотрим вопрос нормирования плодов клоновидной яблони. Как вы можете видеть, в этом году клоновидная яблоня дарит нам плоды на самой верхушке. А почему это произошло? Вы спросите, почему нет плодов в середине и в первой третьей части яблони? Но я вам хочу ответить так, что в прошлом году она была двухлеткой, я оставил на ней около 20 плодов. Мне советовали оставить около 5-7 плодов, но я, наверное, все-таки не послушался и принял свое решение, оставил яблок больше, чем могла осилить эта клоновидная яблоня на второй год после посадки. Таким образом, яблоня как бы сказала, что если ты решил оставить очень много плодов на второй год после посадки, то на следующий год в этом месте яблок ты не получишь, образно говоря, получишь их в другом месте. А серединная часть тогда у нас будет на следующий год задействована плодами. Плодушки я вам уже показывал. Соответственно, эта часть тоже будет с плодами. На следующий год я склонен ожидать очень даже неплохой урожай. К вопросу нормирования плодов клоновидной яблони можно подходить творчески, оставляя один год больше цветков на серединной части, например, на следующий год на верхней его части. Именно таким способом происходит процесс нормирования плодов клоновидной яблони. Мы как бы помогаем ей в этом посыле. Наверняка вы меня спросите, до какой же высоты вести нашу клоновидную яблоню. Я вам отвечу так. Первые 3 года желательно верхушечную почку не трогать совсем. Пускай растет вверх, примерно до 3 метров. Это если, конечно, не на карликовом подвое. Если саженец клоновидной яблони был куплен на карликовом подвое, что очень редко сейчас можно увидеть, то, конечно же, здесь рост ограничится 1,5 метрами. Немаловажное условие для роста клоновидной яблони – это сохранность верхушечной почки, как я уже сказал ранее, в течение первых 3 лет. Посмотрите, в каком состоянии верхушечная почка находится на 3-й год после посадки. Примерно после 3-4 лет вы можете ограничить рост высоту клоновидной яблони, обрезав верхушечную почку. Но имейте в виду, что после этого станут усиленно расти боковые ветки, и яблоня классической формы колонны в виде пирамидального тополя сразу же превратится в карликовую клоновидную яблоню с усиленным ростом боковых веток.
Я постарался показать вам на примере нескольких моих клоновидных яблонь, как важно сохранять верхушечную почку и правильно ее вести. Запомните самое главное: верхушечная почка должна быть только одна. Конечно же, для клоновидной яблони огромный недостаток, когда у нас зимой подмерзает верхушечная почка. Вы часто пишете мне в комментариях о том, что у вас происходит такая беда. Я, конечно, понимаю, что вы проживаете не в таком южном регионе, как Астраханская область. Конечно же, в средних полосах бывают зимой морозы до минус 30, и клоновидный яблоник приходится очень даже непросто. В связи с этим верхушечная почка подмерзает, как бы мы ее ни укрывали. Поэтому, если у вас небольшой по размеру сад, и вы проживаете в южном регионе, я просто настаиваю на посадке на вашем участке, маленьком участке, довольно-таки большого количества клоновидных яблонь. Они будут радовать вас хорошим урожаем плодов, будут радовать вас утонченной грациозностью в виде пирамидальных тополей, и вам будет просто приятно посмотреть на эту красоту, уверяю вас. Итак, я сегодня постарался вам рассказать о плюсах выращивания клоновидной яблони в виде пирамидального тополя или в виде колонны. Ну, следующие два способа, давайте совсем коротко остановлюсь на них. Второй способ, это, как я вам раньше уже говорил, это когда мы не допускаем обрезку, и у нас растут боковые ветки. Боковые ветки можно формировать, конечно, но если их не формировать, они будут расти вот параллельно стволу. Ну и, конечно, загущать ствол. Это нежелательный вариант. Но, опять же, если грамотно и правильно формировать цветковое образование на ветках каждый год методом весенней обрезки правильной, то это будет очень даже неплохо. Возможно, об этом я выпущу свое видео. Ну и третий вид, совсем коротко о нем. Формировать клоновидную яблоню можно в виде метелки. То есть здесь мы обрезаем центральный проводник, ну, на каком-либо уровне, примерно вот здесь можно обрезать, где-то в середине. И у нас идет усиленный рост боковых веток. Мы фактически обрезаем верхушечную почку. И у нас ветки, которые будут расти, они будут расти в виде метелки. Вот таким образом. Они будут расти параллельно стволу, образуя ту самую метелку. Ну, тоже неплохой вариант, в принципе. Но мне больше нравится классический вариант выращивания клоновидной яблони в виде пирамидального тополя. Вот сами посмотрите, неужели это некрасиво? Тем более у меня небольшой сад, я не могу себе позволить вариант метелки. И также вариант, когда у нас боковые ветки растут, и мы их не обрезаем весной. Но раз сегодня у нас вышел такой обстоятельный разговор о формировании клоновидной яблони, давайте поговорим о сроках жизни этого дерева. Примерный срок жизни клоновидной яблони от 10 до 15 лет. Но методом грамотной обрезки мы можем увеличить срок жизни клоновидной яблони
примерно до 20 лет. В следующем видео я хочу вам рассказать о прищипке молодых побегов клоновидной яблони. Этот вид очень хорош в летнее время, когда мы не можем прибегнуть к мощной обрезке. На этом заканчиваю свой рассказ о формировании клоновидной яблони в виде колонны. Кому понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат.